Глава 209. Селянь уже несколько сотен лет не испытывал чувства, когда кровь стыла в жилах. Мэйняньцин объявил во всеуслышание, что безликий Бай находился прямо перед ним. Разумеется, принц принял слова советника на свой счет, позабыв, что кроме него перед Мэйняньцином в тот момент стоял Цзюнь, но Селянь никогда даже не думал в этом направлении, поэтому сейчас, когда пришло столь внезапное осознание, у принца зашевелились волоски на теле. Он попытался вырваться, но чужая рука на его запястье сжалась с такой силой, что не вышло даже пошевелиться. Сам себе не веря, Селянь пробормотал: «Ваше лицо». Голос Цзюнь звучал все так же спокойно, словно он лишь заметил небольшую промашку. Ах, малейший недосмотр, и они опять выбежали наружу. Запястье Селяня снова пронзило болью, и он, наконец, не смог удержать меч в руке, разжал пальцы. Клинок упал на пол со звоном, прокатившимся по дворцу чистым эхом. Однако, было уже поздно. Многие находившиеся поблизости небожители следом за принцем увидели в отражении Хунцзина то жуткое лицо, в главном зале воцарилась мертвая тишина. Почти все небесные чиновники потрясенно застыли, включая Фэн Синя, который стоял ближе остальных и видел все очень четко. Мэйняньцин не упустил возможности вырваться из его рук, схватить упавший Хунцзин и обеими руками поднять клинок острием вверх прямо перед Цзюнь-О. Скорее, вглядитесь внимательнее. Смотрите на того, кто стоит перед вами, смотрите на его лицо. Несколько богов войны среагировали первыми. Пэймин выхватил меч с криком «Кто ты такой?», направив его на владыку. Стоящие слишком далеко небожители, ничего не понимая, заголосили: «В чем дело? Кому обращается генерал Пэй? Почему он направил меч на владыку?» Неотрывно глядя на Цзюнь, Мэйняньцин выплюнул по слову: «Он и есть безликий Бай». Муцин поразился: как он может быть безликим Баем? Демон выдал себя за владыку. Но где же тогда настоящий владыка? Селянь тоже первым делом подумал о подмене. Но в какой момент она произошла? Почему он не заметил ни малейшего подвоха? Ведь император Шинью — это не повелитель земли, который вел себя довольно скромно и постоянно где-то скрывался. Как бы то ни было, не могло случиться так, что подмены не заметила ни одна душа в чертогах верхних небес. Мэйняньцин хотел сказать что-то еще, но Цзюнь-У вскинул другую руку и вздохнул: «Ты вновь меня разочаровал». Мэйняньцин резко изменился в лице, будто кто-то схватил его за горло, не давая дышать. Лан Цинцу поднял свой тяжелый меч, вихрь меча со свистом разрезал воздух. Но стоило Цзюнь-У обернуться и лишь бросить взгляд, и самого Лан Цинцу отшвырнуло прочь. Мгновение, и Пэймин, Лан Цинцу, Фэн Синь, Му Цин, Цуаничжэнь, почти все боги войны, собравшиеся во дворце, вместе окружили Цзюнь-У. Но всего через полчаса Цзюнь, все еще не отпуская руку Селяня, поверг богов войны, напавших на него. Теперь все они, лишившись способности сражаться, лежали на полу главного зала. Только Цзюнь-У и Селянь остались стоять на ногах. Му Цин, сплюнув полный рот крови, в ярости закричал молчаливому и неподвижному Селяню: «Шевелись! Чего стоишь, как истукан? Смерти дожидаешься?» Ему и невдомек было, что Селянь очень хотел бы пошевелиться, но не мог. Цзюнь удержал его только одной рукой, но принц почувствовал, даже если чуть согнуть пальцы, владыка это заметит и немедля сломает их, что уж говорить об ответной атаке. С какой стороны ни рассуди, лучший выбор — не делать резких движений. Таков был первый бог войны всех трех миров. Небесные чиновники, которые стояли дальше всех, в испуге отшатнулись прочь, затем, наконец, вспомнили, что можно убежать, и совершенно бледные бросились прочь из дворца. Но стоило им добраться до выхода из зала, створки 12 тяжелых дверей с силой захлопнулись. Напрасно стуча по вратам, около сотни небесных чиновников либо не могли выбраться из дворца, либо вовсе не держались на ногах, воцарился самый настоящий хаос. Тем временем какая-то неведомая сила притащила Мэйняньцина к Цзюнь, который взял его за ворот и усмехнулся: «Ты думаешь, что, временно отрекшись от своих слов и рассказав все такому количеству божеств, сможешь противостоять мне? Думаешь, зная правду, они способны объединиться и стать для меня угрозой?
Я могу уничтожить их всех одной рукой. По всей видимости, Цзюнь-У забрал Мэйняньцина на небеса раньше не только ради того, чтобы позволить Селяню попрощаться с Хуаченом. По пути он что-то ему приказал, а может, пригрозил, поэтому безбоязненно устроил допрос прямо во дворце Шэнью. Но к всеобщей неожиданности Мэйняньцин в итоге восстал против него. Схватившись руками за рукав Цзюнь-У, советник крикнул Селяню: «Ваше Высочество, скорее бегите!» Он сошел с ума, советник. В ответ позвал Селянь. Но Мэйняньцин уже не смог ничего сказать, словно что-то крепче сжало его за горло. Одеяния скрывали шею мужчины, и Селянь не видел, что именно не дает ему говорить. «Глупец», — вздохнул Цзюнь-У. «Ты же просто толкнул их на верную смерть». Изначально это дело их не касалось, но теперь никто из них не покинет столицу бессмертных живым. Положение сложилось крайне опасное, и Селянь, применив пароль духовного общения, позвал Сань-Лан. Он еще никогда не пользовался паролем Хуачена по собственной инициативе, но в такой момент пришлось позабыть о стыде. Принц несколько раз повторил нужный пароль, но вместо ответа услышал лишь мертвую тишину. В точности так же, как тогда, на горе Тунлу, Цзюнь-У с одного взгляда на принца догадался, о чем тот подумал, и произнес: «Не стоит пытаться. Без моего дозволения ты ни с кем не свяжешься». Столица бессмертных первоначально строилась на магических силах Цзюнь-У и являлась его владениями, где могущественнее него не было никого. Разумеется, он мог творить здесь, что ему вздумается. Другими словами, сейчас все чертоги верхних небес, вся столица бессмертных оказалась отделена от остального мира. Самое настоящее воплощение фразы «Зови небо» не ответит, «Зови землю» не поможет. Внезапно врата дворца распахнулись, и небесные чиновники, уж было обрадовавшись, рванули к выходу, но, взглянув на порог дворца, так и застыли. Снаружи стоял высокий мужчина в черном одеянии, от которого исходила недобрая аура. Он преградил небожителям путь. Это была Лин Вэнь, а на ней божество парчевых одежд. На глазах ничего не понимающих небесных чиновников Лин Вэнь переступила порог дворца и, преклонив колено перед Цзюнь-У, почтительно поприветствовала: «Владыка». «Поднимайся и за работу», — велел ей Цзюнь-У. «Ты знаешь, что делать». С кивком и легкой улыбкой Лин Вэнь произнесла: «Конечно». Му Цин, с трудом опираясь о стену, поднялся на ноги и потрясенно проговорил: «Но ведь Лин Вэнь сбежала еще на горе Тунлу, верно?» — ответил ему Цзюнь-У. «Однако я рассудил, что она, как редчайший талант, будет мне полезной, полезнее, чем большинство из вас. Ведь она совершила лишь маленькую ошибку, поэтому я призвал ее под свое начало». Что ж, по правде говоря, в сравнении с белым бедствием Лин Вэнь действительно совершила лишь маленькую ошибку, сотворив божество парчевых одежд. Теперь они оба, и Лин Вэнь, и темная тварь, стали подручными этого Цзюнь-У. Неожиданно какая-то белесая тень, сверкнув по залу, приткнулась к ногам Цзюнь-У и ласково потерлась о его сапог. Фэн Синь так и разъярился: «Что ты творишь? А ну вернись сейчас же!» Тень оказалась духом нерожденного. Он не только не послушал слов отца, но еще и озлобленно высунул ярко-красный язык, подобно маленькой змее. Повергнутый Цзюнь-У, Фэн Синь истекал кровью изо рта и не мог подняться, а теперь его собственный сын обнимал за ногу врага, от которого он и пострадал, словно не различал, кто его настоящий отец. От такого Фэн Синь едва не выплюнул еще цзинь крови. Следом во дворце появился отряд младших богов войны с бесстрастными лицами. Всех этих чиновников Цзюнь-У избрал лично, и они всегда слушались только его приказов. Получив указание от Цзюнь-У, Лин Вэнь велела отряду: «Отведите каждого небесного чиновника в его дворец и не спускайте с них глаз». Пэймин, сидящий неподалеку на полу, с задумчивым выражением лица произнес: «Лин Вэнь, у тебя поистине нет ни капли совести». Похлопав его по плечу, Лин Вэнь ответила: «О том, что у меня нет совести, ты знал с первого дня нашего знакомства. Ну что, не хочешь присоединиться? В любой момент примем тебя с распростертыми объятиями». Пэймин сухо посмеялся, но промолчал.
Селянь же вновь удостоился особого отношения. Цзюнь-у решил лично сопроводить принца во дворец Синьлэ. «Идем», — сказал он. Принц же обернулся, посмотрев на Мэйняньцина. «Что же это творится? Кто ты такой? Чего ты добиваешься? И кто это такой? Цзюнь или все-таки безликий бай?» Что ему нужно? Селянь хотел задать огромное-преогромное множество вопросов, притом непременно наедине и самым подробным образом. На эти вопросы принцу мог ответить только Мэйняньцин, но Цзюнь-у наверняка не даст им такой возможности. Сделав шаг из дворца, Селянь на миг остолбенел. Главная улица столицы бессмертных мрачнела темными красками облаков, клубящихся причудливыми формами. Картина составляла резкий контраст с прежней столицей, светлой и сверкающей. Теперь по улице свободно расхаживали только подручные Цзюнь-у, конвоируя остальных небесных чиновников к их дворцам, и повсюду царила тревожная атмосфера. А младшие небесные служащие, обычно спешащие по своим делам, лежали в повалку без сознания. Тут и говорить нечего, наверняка это дело рук Цзюнь-у. Издали еще и раздавался колокольный звон. Видимо, что-то случилось с колоколом. По главной улице столицы бессмертных Цзюнь-у и Селянь направились к дворцу Синьлэ. Принц стремительно обдумывал план побега, но тут против него сработало правило: человек, владеющий силой, способен сразить 10, владеющих мастерством. Все хитрости, приходящие на ум, не имели никаких шансов против абсолютной боевой мощи Цзюнь-у. К тому же, тот обладал не только силой, но еще и способностью с одного взгляда разгадать мысли селяня. Уже оказавшись во дворце Синьлэ, Селянь так и не придумал ничего дельного и про себя произнес: что ж, не страшно, ведь достаточно просто подождать, и Хуачен, с которым я долго не буду связываться, наверняка почувствует неладное. Главное, чтобы до того момента не случилось ничего непоправимого. Но тут произошло следующее. Едва закрыв ворота дворца, Цзюнь-у вдруг спросил селяня: «Думаешь о собирателе цветов под кровавым дождем?» Вопрос Цзюнь-у заставил сердце селяня дрогнуть и пуститься вскачь. Принц не знал, что ответить. Да. Но что если Цзюнь-у захочет навредить Хуачину? Нет. Вряд ли это прозвучит правдоподобно. Видя, что принц молчит, Цзюнь-у усмехнулся: «Не стоит беспокоиться, я знаю, ты наверняка думаешь о нем. Наверное, хочешь передать ему весть по сети духовного общения». Он говорил с принцем все тем же тоном, что и всегда: мягким, снисходительным, сдержанным, надежным. Но от этого селянь все сильнее путался, все сильнее чувствовал всепоглощающий ужас. Цзюнь добавил: «Если тебе очень хочется, свяжись с ним, поговори немного». Он догадался, о чем подумал селянь, входя во дворец. Он видел принца насквозь, улыбка Цзюнь-у нисколько не померкла. «Синьлэ, ты знаешь, что говорить. Просто сделай так, чтобы он не слишком за тебя переживал. Твой собиратель цветов под кровавым дождем наверняка будет счастлив, когда ты свяжешься с ним». С такими словами он положил руку селяню на плечо, и тот почувствовал легкое волнение магической силы, осознавая, что за заклинание применил Цзюнь-у. Теперь тот мог слышать все, что селянь скажет в сети духовного общения, даже если принц не станет произносить это вслух. И селянь, разумеется, понял, что Цзюнь-у хочет от него услышать. Поколебавшись, принц отбросил стыд и снова произнес пароль духовной связи с Хуаченом. Услышав этот пароль, Цзюнь-у, кажется, счел его весьма забавным, даже усмехнулся. У селяня, впрочем, не было настроения смущаться. Почти в тот же миг, как он назвал пароль, в его сознании раздался голос Хуачена, который вздохнул: «ГГ, ГГ. Прошло так много времени, и вот ты, наконец, вспомнил о Сань-Лане». Селянь встретился взглядом с Цзюнь-у и ответил: «Сань-Лан, ведь прошло меньше 2 часов, как я тебя покинул». Хуачен возразил: «Для меня главное слово здесь «покинул», а не меньше 2 часов. Это тоже расставание, пусть оно длится хоть мгновение». Цзюнь устоял совсем рядом и все слышал, даже в столь опасном положении селянь все-таки испытал неподдельное смущение.
«Очень жаль», — сказал принцу Цюнь, что ему придется ждать гораздо дольше. «Продолжай. Скажи ему, что он не увидит тебя, пока мы не разделаемся со озлобленными духами. Не вздумай хитрить и делать ему намеки, я все слышу. Пока не разделаются со озлобленными духами, то есть 7 дней и 7 ночей». Помолчав, Селянь сказал: «Ты не в силах подождать даже 2 часа. Но что если на этот раз мне понадобится затратить больше времени, что ты будешь делать?» Цзюнь успехнул на тебя еще гору заданий. «Да, я помогу тебе». Цзюнь вмешался: «Скажи ему, что когда ты выполнишь все мои поручения, я дам тебе 3 года на отдых». «Не нужно», — продолжил Селянь в сети духовного общения. «Сань Лан уже оказал мне огромную помощь, задержав духов в столице. В остальном позволь мне справиться самому. Владыка пообещал мне 3 года отдыха после того, как я исполню все его поручения. Он освободит меня от любых дел. Только 3 года, разве это мало? Уже довольно неплохая награда». «Ну хорошо. Только», — протянул Хуачен, — «ГГ, это будет твоя награда, но что насчет награды для меня?»